Это Турция. Здесь уже двое суток не прекращаются протесты после задержания мэра Стамбула. Также в выпуске взрывы на юге России, пожар в лондонском Хитроу и политические амбиции Конора Макгрегора. Самые важные новости к этому часу в ближайшие несколько минут на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Турция протестует из-за ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На вторые сутки народное недовольство не просто не затихает, оно только нарастает. Митинги проходят во всех крупнейших городах страны – в Стамбуле, Анкаре, Измире, Трабзоне, Анталии и других. Вместе с гражданами протестует и мэр турецкой столицы Мансур Яваш. Еще одна популярная оппозиционная фигура и член Народной республиканской партии, как и Имамоглу. Полиция продолжает жестко разгонять демонстрантов водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Известно о более чем сотне пострадавших гражданских. У них ожоги глаз от газа. Также сообщается, что пострадали 6 полицейских. Сам Имамоглу в своем аккаунте в X призывает людей отстаивать демократию, то есть по сути продолжать протестовать и не сдаваться. Также он опубликовал обращение к Эрдогану и его партии, а также ко всей стране. Ты попираешь нашу честь и достоинство. Ты крадешь будущее моих детей. Я обращаюсь ко всем политикам в партии справедливости и развития и ее правящей коалиции. Эти события вышли за рамки наших партий и политических идеалов. Теперь это касается всей нашей страны и в первую очередь ваших семей. Пришло время высказаться. Эрдоган, в свою очередь, прервал двухдневное молчание и накануне вечером, наконец, высказался. Сделал он это в лучших традициях своего коллеги-автократа Владимира Путина. То есть обвинил во всем оппозицию. Она, мол, политизирует задержание Имамоглу и пытается выставить свои внутренние распри и проблемы с законом как самую важную проблему в стране. И в продолжение методички кремлевского режима пошли аресты за посты в соцсетях. Уже задержаны 37 человек, а всего силовикам удалось идентифицировать почти 300 пользователей, которые якобы разжигают ненависть своими провокационными публикациями и подстрекают на преступления. Европейские лидеры, международные организации, правозащитные группы уже раскритиковали задержание Имамоглу. Мэры европейских городов даже записали видео, в котором заявили о своей поддержке стамбульского мэра и демократии в Турции. В видео снялись главы Парижа, Рима, Амстердама, Барселоны, а также еще десятка городов. Пресс-сек Путина Дмитрий Песков весьма сдержанно прокомментировал ситуацию. Он заявил, что Россия, оказывается, никогда не вмешивается в чужие внутренние дела и не будет делать этого сейчас. Высказалась даже мать Имамоглу Хава. Я ужасно злюсь из-за того, что они с ним сделали. Я никогда не любила политику, никогда. С самого начала я говорила: сынок, не лезь в это. Но сейчас, если меня спросят: ты хочешь, чтобы он баллотировался в президенты? Как я сказала, сначала мне не нравилось, но теперь, после всего, через что они заставили его пройти, я хочу. Пусть баллотируется. На Кубани продолжает гореть нефтебаза после удара ВСУ. Сегодня ночью на ней произошел взрыв. По данным регионального оперштаба, пострадали 2 пожарных. Их доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. Их жизни ничего не угрожает. Площадь возгорания после взрыва увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. К этому моменту пожар охватил уже 2 резервуара с топливом, а также нефтепродукты, которые взрывом выбросило наружу. Возгорание пытаются потушить с 19 марта. Сейчас на месте работают уже почти 500 человек. А в российской Судже ВСУ ударили по газоизмерительной станции. По крайней мере, так утверждают Z-каналы. На газопроводе произошел пожар. По нему, как утверждается, газ из России раньше шел в европейские страны. Труба находится на границе Курской и украинской Сумской областей. Официального подтверждения информации пока нет. Также сообщается о взрывах в Волгоградской области. Информацию подтвердил губернатор Андрей Бочаров. Он сообщил о массовом налете беспилотников на Калачевский район. Там находится военный аэродром Мариновка, который ВСУ атаковали летом прошлого года. Всего в России, по официальным данным, за ночь уничтожили 43 беспилотника в Волгоградской, Ростовской, Курской и Белгородской областях. Как минимум 6 человек пострадали в ходе обстрела российской армии Запорожского района Украины. Среди них 4-летний мальчик. Российские военные ударили по жилым районам авиационными бомбами. 2 частных дома разрушило полностью, еще 3 получили повреждения и загорелись. Также сгорело несколько автомобилей. Кроме того, под обстрел снова попала Одесса. По городу ударили беспилотниками. В областной военной администрации сообщают, что пострадали жилой многоэтажный дом, торговый центр, магазины и предприятия. Пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетние. В 3 районах города произошли сильные пожары. Также Одесса частично обесточена после атаки. Из-за взрыва на подстанции обесточен лондонский аэропорт Хитроу. Более сотни рейсов направили в другие аэропорты. Точная причина ЧП неизвестна.
Экстренные службы сообщили, что после взрыва на подстанции, питающей аэропорт Лондона, начался сильный пожар. Вокруг объекта установлено 200-метровое оцепление. Жители просят не открывать окна и двери из-за сильного задымления. Помимо аэропорта, без электричества остались около 16,5 тысяч жилых домов. В самом Хитроу из-за отмены рейсов застряли сотни пассажиров. По прогнозу, блокаут продлится весь день. Все это время аэропорт будет закрыт. Попытки Евросоюза выделить Украине 5 миллиардов евро на покупку амуниции затормозили Франция и Италия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов. Агентство отмечает, что это еще один признак проблем, с которыми приходится столкнуться блоку в попытках возместить Киеву недополученную поддержку США. Несмотря на то, что большинство стран-членов выступили за немедленное выделение средств, Рим и Париж не готовы брать на себя конкретные финансовые обязательства. И это несмотря на то, что Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, призвал выделить деньги как можно скорее. А глава евродипломатии Кая Каллас и так урезала свое изначальное предложение передать Украине от 20 до 40 миллиардов до 5 миллиардов евро. Агентство Рейтер еще в понедельник писало, что Италия и Испания не готовы поддержать увеличение поддержки Украины. Франция на тот момент лишь сомневалась. И вот теперь высказалась против. А глава итальянского МИДа Антонио Таяни заявил вполне конкретно. Прежде чем принимать пакет помощи, Рим хочет дождаться результатов переговоров Трампа и Путина. Что касается переговоров делегаций США и Украины, они состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Об этом накануне сообщил Владимир Зеленский. Ранее он называл более ранние потенциальные даты. На этот же день назначена также встреча российской и американской делегаций. Зеленский отдельно уточнил, что контактов российской и украинской делегаций не предусмотрено. А вот спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что американские чиновники в Саудовской Аравии планируют заниматься челночной дипломатией, чтобы обеспечить Москве и Киеву непрямые переговоры. Свою готовность выступить посредником между Россией и Украиной выразил также генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Его представитель отметил, что Гутерриш уже выполнял такие функции в Черноморской зерновой сделке и готов сделать это вновь в обсуждениях мирного урегулирования. Я напомню, зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. В ее рамках Россия гарантировала безопасность прохода из одесских портов грузовых судов с украинским зерном и другой сельхозпродукцией. В регионах России продолжаются весенние паводки. Ситуация в Челябинской Аше пока стабилизируется. По данным местного МЧС, вода начала покидать дома. А вот в Башкортостане вода продолжает прибывать. На реке Юрюзань образовался ледяной затор. Людей эвакуируют из 2 деревень. Там начало топить придомовые территории. В Иглинском районе за прошедшие сутки уровень реки Белой вырос на 280 сантиметров. Затопленных территорий пока нет, но ситуацию пришлось взять на контроль МЧС. А вот в Бурятии людям приходится бороться с паводком своими силами. Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» опубликовал кадры из села Мухаршибирь, как пенсионерам приходится строить преграды в холодной воде, чтобы их дома не затопило. Канал также приводит слова местной жительницы. Она звонила главе администрации и просила о помощи, но все без толку. В Иволгинском районе также начались затопления. Воду пытаются откачивать пожарные. Жительница города Курганинск в Краснодарском крае пыталась зарезать собственного 2-месячного сына. Об этом сообщает региональный следственный комитет и публикует кадры из квартиры, где произошла трагедия. Убить малыша женщине помешал ее отец. Ребенок сейчас в больнице, у него множественные ножевые ранения. Его мать в отделении полиции. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. В ее отношении собираются провести психолого-психиатрическую экспертизу. Часть Горно-Алтайска накануне вечером оказалась без света из-за пожара на подстанции Горно-Алтайская номер 19. Глава региона Андрей Турчак сообщил, что причина – поджог. Кто-то слил масло из 2 трансформаторов и поджег его. По словам все того же Турчака, потушить пожар получилось силами дежурной смены подстанции. Социальный объект удалось оперативно запитать по резервной схеме, а вот вернуть электричество всем остальным горожанам получилось только к 3 часам утра по местному времени. Избран 10-й президент Международного олимпийского комитета. Впервые им стала женщина, 41-летняя Кирсти Ковентри, 2-кратная олимпийская чемпионка по плаванию и министр спорта Зимбабве. Официально она займет пост 23 июня после ухода Томаса Баха и будет возглавлять комитет следующие 8 лет, после чего возможно продление полномочий еще на 4 года. Первыми играми Ковентри в должности президента МОК станет зимняя Олимпиада в 2026 году в Милане и Кортине.
Еще один спортсмен тоже собрался в президенты, правда, метит выше, чем мог. Конор Макгрегор хочет участвовать в президентских выборах в Ирландии. Следующие как раз должны состояться в стране этой осенью. У себя на странице в X Макгрегор уже поделился своим видением президентства. Он намерен противодействовать миграционному пакту ЕС и спасать Ирландию. Цитата. «Кто еще выступит против правительства и выступит против этого законопроекта? Любой другой кандидат в президенты, которого они попытаются выдвинуть, не скажет им никакого сопротивления». Конец цитаты. Если вы вдруг уловили знакомые нотки, вы не ошиблись. Ранее на этой неделе Макгрегор приезжал в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Он встретился не только с американским президентом, но и Илоном Маском, а еще позировал в кепке «Make Ireland Great Again». Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому выпуску, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки другим выпускам, обязательно смотрите их перед этим. И, конечно же, берегите себя. Всего хорошего.